Дамы и господа, у нас пополнение. H. Что-то здесь нечисто. Он будто жаждет, чтобы на груз напали. И он не коп. А если он не коп, тогда кто? Я хочу знать, кто убил моего сына. Мы навели шороха. Мы все перерыли. Мне нужна справедливость. Мы выжгли землю. Вы обещали приложить все усилия. Как это теперь понимать? У вас сил не осталось? Короче, ясно, ночка будет долгой. Среди охранников предатель. Я найду всех, кто замешан. За 2 недели я успею. То, что вам и за 20 лет не снилось. Я человек гневливый. Гнев человеческий. Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсел, вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. Слышал, у тебя прошлой ночью были гости. Жаль, они ко мне не заглянули. Ну и чё ты их не вышвырнул? Я пытался свести ущерб к минимуму. В натуре? И чё, получилось? Как дела? Судя по лицу, не очень. Я долго себя сдерживал. Но зверь внутри меня рвется наружу. У тебя какие-то проблемы, старпер? Вам конец, ублюдки. Тяжелый был день. Да уж вижу. 12 лет. Я работал на очень опасных людей. Быстро все в подвал. Что происходит? И не звони в полицию. Таких, как я, называли аудиторами. И если ты видел меня у своей двери, жить тебе оставалось недолго. Но я все бросил ради семьи. Возможно, я слегка перестарался. Когда ты исчез, за тобой остался неоплаченный долг. И твой кредитор теперь знает о твоем воскрешении. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с котиком. Только посмей, тварь! Быстро вернул браслет с котиком! Фигово выглядишь, пап. Видел бы ты остальных. Да кто ты вообще такой? Я? Я никто. Есть бремя, которое человек берет на себя. Ночью происходит все самое интересное. Это бремя – результат его прошлых действий. Это бремя, от которого не избавиться. Ва-банк. Ты считаешь карты, да? Я не так умен. Но ты выигрываешь. Тебе нужен спонсор. Этим ты занимаешься, набираешь игроков. Мне всегда нужны таланты. Когда я попал в тюрьму на 10 лет, я научился считать карты. Как ты это делаешь? Вся суть покера в ожидании. Пропускаешь, поднимаешь, затем еще отвечаешь. И вот карта раскрыта.
Помнишь его? Вот где самое веселье. Тебя сделали крайне. Лучше в это не лезь. Ты же видишь, он загадка. И не знаю, хорошо это или плохо. Так всегда все начинается. С мимолетной мысли. Думаю, тебя это заинтересует. И она разрастается. О чем ты? О расплате. Мне не важно, что ты совершил в прошлом. Ничто не может оправдать то, что мы сделали. Каждый сам отвечает за свои действия. Знаешь, что такое тил? Потеря контроля. Любой может сорваться. И ты тоже. Можно ли узнать, когда ты достиг предела? Холодный расчет. Я рано поняла, что смотрю на мир иначе, чем другие. Не всем это пришлось по вкусу. Но и я была не для всех. Ведь все вечно боялись, что я стану психопаткой. Новый день несет новые возможности. И я была готова заявить о себе. Как там поется? Я женщина, и я умею рычать. Дорогуша, я только начала. Просто я рождена гениальной, преступной и немного безумной. Я Круэлла. Девушка, садитесь. Спасибо. Я был в том вагоне с твоей женой. Чего вам? Ты должен знать, это не был несчастный случай. Я тебя сейчас урою. Пшел. Ах ты! А ты сможешь хакнуть базу клуба Fitness World? Фитнес Ворлд? Это спортзал? Нет, Пончиковая. Будешь хамить мне о помощи, даже не думай. Это зачем? За жену отомстить. А ты людей убивал? Давай лучше помолчим. Надо раскопать все, что есть. Их численность, дела, по которым они проходили, имена, адреса. И так, чтобы не отследили. Для тебя такие вещи наверняка... Да как два пальца об асфальт. Кто они такие? Ну, как бы сказать. Вы мстители? Можно сказать и так. Пап! Собрал. Я тоже. Никто никого убивать не будет. У нас тут, похоже, отряд самоубийц. У меня мама психолог, если вам нужна помощь. Тупой компьютер! Ну, конечно же, ты не психбольная. Ты просто пухлая. А? Да, пышечка. Да кто они такие? Так ты жену точно не Я вернешь. сейчас остановлю и нос тебе сломаю. Давайте Уловил? без конфликтов. Сделаем дело и поедем есть банановый кекс. Согласен. Просто она мертва, и тут уж не... Рыцари справедливости. С добрым утром, Голди. Меня зовут Парень, и я живу во Фри-Сити. Тут есть все, что мне нужно. Кроме одного.
приятель, а ты не думал, может быть, в мире есть нечто большее? Больше, чем что? Чем наша ежедневная рутина. Не думал ни разу. Сегодня все будет иначе, Голди. Что высматриваем? Ты кто? Мы недавно с вами на улице столкнулись. Как ты нашел меня? Я ждал вас рядом с поездом-убийцей. Парень, надо поговорить. Я не знаю, как это еще сказать, но этот город — это игра. Я хочу тебя поцеловать, это странно? Услышь меня, ты не настоящий. Прости, кто тебя поцеловал? Парень. Но там нет такой кнопки. Он нашел все кнопки. Приятель, но если мы не настоящие, значит, все на свете не важно? Я сижу здесь, напротив, мой лучший друг. И я пытаюсь его поддержать. Если это не настоящее, ну тогда извини. Милли, я знаю, что наш мир просто игра, но кроме этого мира и этих людей у меня больше ничего нет. Спасибо, парень. Кто же он такой? Этот колоритный персонаж видеоигры Free City обратил на себя внимание своими хорошими поступками. Парень в голубой рубахе? Вы абсолютно правы, но он это или она неизвестно. Этот урод испоганил мне всю игру. Да мне плевать, хоть он трижды Арнольд Шварценеггер. Терминировать. Через 2 дня эту игру выключат. Весь этот город исчезнет навсегда. А вдруг мы его спасем? Круто было? По-моему, круть. Мы можем изменить наш мир, но за это надо бороться. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится! Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Мы тебя любим, парень в рубахе! Уважуха! Спасибо, осторожно там! Хорошие были ребята. Дата рождения? 31 декабря 1937 года. Вы сейчас живете с дочерью, все верно? Да, в моей квартире. Как видите, все очень просто. Я живу в этой квартире 30 лет. Это я. Но она очень нужна моей дочери. Папа, о чем ты говоришь? И она переехала ко мне вместе с этим мужчиной. Я хочу помочь тебе. Зачем? У меня все отлично, Энн. Я не знаю, что она задумала против меня, но она точно что-то задумала. Происходит что-то странное. Где картина? Какая картина? Поверьте, здесь происходит что-то странное. Кто видел мои часы? Их украли? Нет, конечно. Как это нет, конечно? Это происходит уже давно. Это я. Энн, вокруг нас происходит что-то странное. Что за ерунда? Где Энн? В каком смысле? Ну где она? Я здесь. Мне не нужна никакая помощь. Мы должны составить соглашение по-другому. Перестань так говорить. Я не съеду отсюда. Я не съеду отсюда! Папа, ты таблетки принял? Могу я задать вам вопрос? Сколько еще вы собираетесь здесь находиться, разрушая жизнь вашей дочери? Кто ты на самом деле? А я... Папа. Кто я на самом деле? Это не по-настоящему. Это не по-настоящему. Этого не может быть. Кейт, скажи, что это не по-настоящему. Вы обнаружили что-то, что вас тревожит? Мы обнаружили очень большую комету. О, молодцы. Она летит к Земле. Такие кометы — это планета-убийцы. Сейчас я предлагаю помалкивать и размышлять. Помалкивать и размышлять? Помалкивать. И размышлять. Вначале надо хорошенько информацию переварить и поразмышлять над ней.
Это худшая новость в истории человечества. Он нас проигнорировал. Что делать? Надо разгласить информацию. Сольем ее. Наш сегодняшний гость совершил большое космическое открытие. Комета большого размера. Она уничтожит дом моей бывшей. Знаете, что мы все здесь подохнем на 100 гребаных процентов? Я просто... Кейт! Ладно. Ну, красавчику-астроному мы очень рады. А вот крикливой даме не очень. Не очень. Распространим новости любым способом. Комета приближается к Земле. ФБР! Боже мой! Не могли просто позвонить? В комете минералов на 30 триллионов долларов. Какой в этом смысл, если мы все умрем? Нет, а если мы все разбогатеем, какой ужас! Поехали! Вы нашли комету, а у меня татуировка падающей звезды. О, это здорово. Возможно, катастрофа. Это уже катастрофа. Это ты сказала, что мы все подохнем? Нет. Йоу, бро! Это же она! Живым меня не возьмешь! Вот она! Гигантская комета! Она приближается к Земле! Ты видишь? Нет! У меня мешок на голове! Это я попросил. Ныне важен всего один вопрос. Клянетесь ли вы своей жизнью, что говорите правду? Отец пророчил мне счастливую судьбу. Я вышла замуж. Я была хорошей женой. А потом моя страна подвергла меня осуждению и позору. Да услышит меня весь двор! Я сказала правду! Тебя обвиняют в чудовищном преступлении. Жак Легри вошел в наш дом. Он набросился на меня. Обвинения ложные. Я говорю правду. Истина не имеет значения. Сильный всегда будет прав. Это надо уладить без шума. Я не виновен! Я требую дуэли насмерть. Если пойдете в бою, вашу жену ждут страшные последствия. Один из нас солгал. Так пусть Господь нас рассудит. Ты мне не веришь. Ради тебя я рискую жизнью. Ты рискуешь моей жизнью в угоду своей гордыне. В наказание за лжесвидетельство вас сожгут на костре. Заживо. Я не буду молчать. Со мной что-то происходит. Что-то пробуждается в моем разуме, и я не могу это контролировать. Что ты видел? Грядет священная война. Ты часто видишь сны, которые потом в точности сбываются наяву? Да. Это испытание простое. Вынешь руку из коробки. Умрешь. Что в коробке? Боль. Ты унаследовал слишком большую силу. Доказал, что можешь управлять собой. Пришло время научиться управлять другими, чего не мог никто из твоих предков.
Мой отец правит целой планетой. Он теряет ее. У него скоро будет побогаче. Ее он тоже потеряет. Дружище! Аракис — смертельная ловушка. Убить их. Это истребление. Они убивают моих родных одного за другим. Будем драться, как демоны. Попав в ловушку, животное отгрызет себе лапу, чтобы выбраться. А как поступишь ты? Я знаю тебя. Однажды родится легенда. И судьба всей цивилизации будет в его руках. Будущее. Я вижу его. Я не должен бояться. Страх убивает разум. Мой герцог. А когда страх пройдет, останусь только я. Бежим! Бежим!